Салам алейкум! Вы смотрите народный проект «Узбекистан» на канале «Диалоги о рыбалке». Сегодня мы с вами отправимся на двухдневный рыболовный фестиваль, который состоится впервые в Бухаре на берегу прекрасного озера Тудакуль. На этом фестивале примут участие рыболовы-спортсмены и любители рыбалки со всей нашей республики. Я думаю, это будет масштабный праздник для тех, кто любит хороший отдых и клевую рыбалку. Вот и настал тот день, когда все любители рыбалки собрались на прекрасном озере Тудакуль. Сегодня здесь впервые проходит рыболовный фестиваль. На мой взгляд, это отличный способ совместить любимые хобби и прекрасный отдых. Несмотря на 70-градусную жару, народа собралось немало. На одной площадке собрались рыбаки, их семьи и просто гости фестиваля, которые отлично проведут время. Участники фестиваля будут соревноваться в ловле рыбы, а гости отдыхать и болеть за участников. Море рыбы в одном водоеме, много призов, мастер-классы от экспертов, атмосфера семейного праздника, а главный заряд положительного настроения на эти 2 дня гарантированы. Эти семейные мероприятия объединяют людей, дают возможность побыть на природе и получить массу приятных эмоций. Рыбалка – это хобби, а для некоторых и образ жизни, который передается по наследству от родителей детям. Поэтому в последнее время все чаще рыбаки приезжают на рыбалку целыми семьями. Казаф, расскажите, какая основная цель этого фестиваля? Во-первых, начнем с того, что у нас за всю историю рыболовного спорта, скажем так, это первый раз на озере Тудакуль в Бухарской области проводится вот такого рода фестиваль. Основной целью этого фестиваля является в первую очередь воспитание молодежи к созерцанию природы, чтобы молодежь, наше будущее поколение, умела ценить и беречь нашу природу, окружающую среду. И есть такая вещь, по неофициальным источникам, то есть по статистике неофициальной, что среди всех любителей рыболовов нет ни одного наркомана. Я думаю, это очень положительно влияет на воспитание молодежи. Я думаю, здесь сюда и входит и основная работа по поводу воспитания, опять же, я повторюсь, нашего молодого поколения. Сюда еще какие цели входят? Во-первых, это обмен опытом. В первую очередь. Это показ, демонстрация, то есть мастер-класса. Это 2. Знакомство. Допустим, я многих рыбаков, сидя в нашей группе, в телеграм-канале, я их знал чисто заочно. Конечно, еще есть другие вопросы, которые очень наболели за все это время. Это вопрос экологии, бережного отношения к природе. Этот вопрос тоже здесь поднимался и обсуждался. Это борьба с браконьерством. Здесь, допустим, сейчас, благодаря нашим новым реформам, которые проводит наш президент, недавно мы узнали, что в связи с этим, то, что природа не на самом высоком уровне находится, то есть в плачевном положении, наш президент дал указ о создании экологической полиции. И, соответственно, здесь возникает много вопросов. Как это будет создаваться? Может, какие-то предложения мы будем давать им для создания этой организации? Все это, конечно, вся истина рождается в споре, в беседе и так далее. Но фестиваль, он объединяет рыбаков, это однозначно.
Нашему гостю удалось вот поймать змееголова. Какие впечатления у вас? На лягуху, обычно силиконовая лягушка. На спиннинг, да, Да, получается? на спиннинг, да. Да, он еще во рту его Насмерть, да, не выпускает. даже не отпускает, смотрите. Ну ничего, хорошенький такой. Да, главное, сами знаете, рыба очень сильная. Да. Вываживать, наверное, очень приятно. Удалось несколько раз тоже поймать. На килограмм 4 было змееголов, да. Мне тоже доводилось. Боролся, да, сколько эмоций я получил, честно говоря. Желаю удачи, не хвостанет чуть в дальнейшем рыбалке. Спасибо большое. Хорошо? Змееголов – интересная рыба, которую рыбой это назвать можно с натяжкой, потому что образ жизни ее отличается от других рыб. Да и внешне она скорее змею напоминает. Одним словом, сильное и загадочное существо, которое перевернет все понимание о рыбалке. Летняя рыбалка – это один из самых занимательных и расслабляющих видов отдыха. Азарт и хорошее времяпровождение – это лишь часть факторов, которые предоставляет вам процесс рыбалки. Артем, что нас ждет сегодня на этом фестивале? Здравствуйте. Сегодня на нашем фестивале, на нашем большом массовом первом таком рыболовном мероприятии в Бухаре вас будет ждать знакомство с рыболовами из других городов, таких как Ташкент, Самарканд, Янгиюль. Ребята откликнулись на наше предложение приехать на фестиваль, приехали вот сегодня все здесь, уже познакомились с рыбаками с Бухары, обменялись опытом. Хусен сегодня приготовит для нас очень вкусный плов. Надеемся. Да. Надеемся. Вечером пригласим всех к большому столу, также будем общаться. Также у нас сегодня в программе будут мастер-классы по фидерному спорту, то есть по оснащению удочек донной снасти, английской донной удочки, то есть фидерного удилища, оснащению. Ребята с Ташкента опытные уже рыболовы, которые участвуют постоянно в турнирах по нашей республике. Они покажут для наших новичков и любителей, как это все вяжется, какие монтажи, зачем это нужно, объяснят, какие кормушки для чего нужны, какие крючки для какой рыбы, под какие насадки. То есть проведем такой краткий, скажем, ликбез по спортивной фидерной ловле. Все рыбаки хотят поймать рыбу побольше, но есть любители, которые ездят на рыбалку в поисках отдыха, послушать течение воды, подышать свежим воздухом, почувствовать, когда удочка вздрагивает в руках и натягивается леска. С этим чувством ничто не сравнится. Считается, что рыбалка испокон веков сугубо мужское занятие. Однако среди любителей рыбной ловли были не только мужчины, но и представители прекрасного пола, а также юные рыбаки. Азиз, расскажи немного о своем оборудовании. Ну, для удобства рыбалки сижу на платформе. Вот. В основном с ним хожу на турниры, чтобы все было удобно, все под руками как бы. Крючки, монтажи, прикормка, опарыш, кукуруза. Вот. В принципе, вот так вот. Удочки в основном 2 бывает. Но сейчас, так как у нас тренировка, на одном сижу. Как, раз Вот во у нас время попала сейчас рыбка. сообщения была поклевка сейчас у Азиза? Интересно, кто попался? Плотвичка. Я так думаю, это плотва. Абдушка Гирва. Это шумай. Шумайка? Смотри, Да. какая красивая, ну красавица. Да, очень крупный. Вот туда кульская шимайка, что в переводе означает шохмаи. Она такая серебристая. И чем-то похожа здесь на селедку, да? Да, да, именно так и есть. Ну, очень вкусная рыба.
А тем временем юные любители рыбалки не отстают от взрослых и поймали свою первую рыбку. Папа, я поймала что-то, папа! Папа, папа, помогай, папа! Помоги, папа! Папа, папа! Карась на ней! Папа, рыбка! Папа! Вот какая. Вот твоя первая рыбка. Видишь, какая рыбка? Вот, держи. Вот твоя рыбка. Не бойся ее. It's a very small city. It's one of my favorite cities. Это один из моих любимых городов в Узбекистане. Бухара очень маленький город, в котором много исторических и красочных зданий. Здесь очень вкусная еда, и мне здесь очень нравится. А тебе удалось поймать какую-то рыбу? Вы рыбачили ночью? No, Нет, с рыбалкой я раньше никогда не сталкивалась. Для меня это впервые. Надеюсь, у меня что-то получится поймать. Hopefully, I do. Этот рыболовный фестиваль собрал к общению многих людей, к заведению новых знакомств и море позитивных улыбок. Многие из детей вовсю могли потягаться со взрослыми, а как ловили прекрасные дамы, не передать словами. Вот у тебя тянет, покрути. Клюет, по-моему, клюет. Да, покрути. Крути. Подожди. Давай, медленно. И резко местами. Отлично. Чувствуешь, тянет? Да, тянет. Ой, Тяни. ой, смотри. Опа. Ну-ка, тяни. Ой! Я поймала. Я потеряла нашу рыбу. А мы приехали из Ташкента. Первый раз здесь, на этом месте, на этой локации. Очень красиво. Тут очень интересно. И улов достаточно хороший. Вот. Жена тоже первый раз. Мы с супругой решили в этот раз вдвоем. И вот, у него был первый улов сегодня. Это потрясающий вид. Это азарт вообще поймать кого-то и в ожидании, пока хоть кто-то поймается. Это очень прекрасное чувство. Вообще выбрались подальше от городской суеты, и это очень прекрасно, что есть такие мероприятия, когда можно с семьей выехать, насладиться природой. Место отличное, и компания, люди, все просто душевные. А если что-то спросить, все помогают и объясняют, что, как. Ну, нам очень здесь понравился. Достаточно хорошо. Супер. Рыбалка дает возможность пообщаться с природой. Люди готовы пожертвовать домашним уютом ради одного звонка колокольчика, а у некоторых замирает сердце при ощущении удара блесны. Так, ну я, во-первых, хочу поприветствовать всех. Я рад вас всех видеть. Я являюсь председателем рыболовного клуба спортивного нашего клуба «Джайхун». Меня зовут Зафар Шарипов. В Бухаре меня знают многие. Рад с вами познакомиться. Рад вас всех видеть на нашей земле, на Бухарской. И с удовольствием, думаю, вот эти 1,5 дня с радостью готов с вами провести. Но у нас проводится, решили, не то что решили, Артем до этого говорил, что внес в график, что на конец августа в Бухаре, значит, попадает проведение рыболовного фестиваля. В связи с тем, вот мы все здесь находимся. Так, ну открытие вот сейчас, дай бог, мы проведем. После этого сейчас у нас будет мастер-класс, Азиз будет проводить. Азиз, где ты? Здесь, да?
Вот. Я думаю, всем будет интересно проводить, то есть слушать. Вот. А потом уже кто чем будет заниматься. А остальное состязание завтра уже будет. Во сколько у нас получается жеребьевка? В 5 утра? 5 утра. 5 утра, да? Ну, в 7 начинается состязание, да? Правильно. Сколько дисциплин? Дисциплина у нас будет только поддонной ловли. Хорошо. Ну все тогда. Рад еще раз вас всех видеть. И всем желаю удачи, хорошего времяпровождения. Всем добрый вечер. Сегодня покажу вам монтаж инлайн на обычной монофиле леске. То есть продеваем его через все кольца. Вот, грубо говоря, она у вас вышла. Сюда одеваем стопор. Вот такой стопорок. Как его показать? С светлюшком. Либо уже готовый поводок, если надо сделать отвод. Здесь есть наш особый. Ставим стопор. Бусинка. Вот у вас, грубо говоря, уже готов. То есть есть поводок готовый? Готовы. Обровку или еще почему-то. Кормушка, естественно, уйдет, и рыба спокойно с вашим крючком уйдет. Крючок через пару дней у нее сгниет, оторвется, и она останется жить. И не будет гулять, как говорится, с вашей кормушкой. О, натянулась. Так. Опа. Клюет? Так, клюет. Поймалась, по-моему, уже. Опа. Идет оно, идет. Отлично. Ну-ка, ну-ка. Опа. Поймали. Ой. Тоже мелкая. Опа. Вот какая тудакульская плотва мелкая. Классно, классно, отлично, просто шикарно. Что с ней будем делать? Ну, тоже будем отпускать. Супер просто. Живи. Все. Все, отпусти, отпусти. Отпусти, сейчас вся придет. Я и поглубже хочу. Все, все, нормально. Все, отлично. Михаил, вы первый раз в этом водоеме? Вообще, в Да, Бухаре? первый раз в ваших краях, вообще первый раз. Вообще ваши впечатления об этом водоеме? Как проходит рыбалка? Вот уже вы вчера приехали, да? Да, вчера 27-го? вечером. И вот кого наловили, что наловили, сколько наловили? Поймал только пока что одну, я буквально недавно расставился, поймал только одного змееголова. При вас. Это вы видели. Хороший экземпляр. Да. Вот. Ну, в удовольствие. Вообще, Как я и раньше говорил, здесь что говорить? Одно слово — лепота. Ну, красиво очень. Водоем понравился? Да, А действительно люди? красиво. Люди общительные, со всеми перезнакомились. Вчера с вечера в компании посидели, довольно весело. Пожарили мясо, вкусно покушали. Вы завтра будете участвовать в соревновании? Нет, По я фидерной просто... ловле. Я вижу, у вас только карпы в удилище, да? Вы приехали сюда чисто на крупную рыбу? Да, в принципе так. На сазана? Да, на сазана, На на хищника? судака хотел попробовать, да. Ну, судак вечером у нас. Да, да, да. Поклевки начинаются вечером. Я больше люблю, конечно, на хищную рыбу охотиться, не на белую. А с кем вы приехали? Ну, со мной 2 сына приехали. Знакомься. Будем знакомы, дядя Выбек. Любишь рыбалку? Часто ходишь с папой? Да, как можно чаще. Помнишь свою первую пойманную рыбу? Плохо напомню. Где это было, когда? Расскажи. Точно сказать я не могу, но могу примерно размер сказать. Примерно такая была. Ну, молодец, я думаю, что все у него впереди еще. Да. С такой папой ты еще наловишь уйму, много, очень много рыб. Так что не переживай. Было очень приятно познакомиться, Миша.
В принципе, можно на все монтажи ловить, то есть на это есть разрешение. Единственный момент, на один крючок надо ловить. Есть еще один монтаж, это патерностер называется. Его можно, там, я не знаю, на воде буквально за 2-3 минуты завязать. Ну, можно и за 5, да, максимум это то, что уходит. Монтаж обычный. Единственный момент, если, не дай бог, у вас будет обрыв, и обрыв случится с рыбой вместе, то рыба как бы не доживет. Вот это единственный момент. Из-за этого в основном в спорте используют инлайн-монтаж. Как оно вяжется? Вот, допустим, у нас вот это идет основная леска, да? Да. Мы берем, вот, допустим, складываем леску вместе. Ну, там сантиметров 15. И делаем здесь петлю. Можно 8 сделать. Делаем 8. Смачиваем всегда, не забываем про это. Вот. У нас получается вот такой вот, как бы, узелок, да? Не узел, а этот, оснастка. Теперь дальше нам нужен вертлюжок, который продеваем. Если кому-то интересно, можете подойти посмотреть, как его продевать. Так мы ее продеваем. Так, все. Это получается, у нас здесь будет стоять кормушка, а вот это вот у нас будет служить для поводка. То есть отвод для поводка. Просто берем кормушку, вставляем сюда. Вот, у нас получается вот такой монтаж. И снизу вот здесь вот делаем маленькую петельку. Здесь то же самое, от кормушки, ну, сантиметров на 5. Вот эта вот петелька нижняя должна быть ниже от кормушки. Это делается для того, чтобы не было запутывания вашего поводка с кормушкой вместе. А как только плов сняли с огня, началось пиршество. И, честно говоря, он получился отменным и достойным. Уверен, равнодушных, кто пробовал этот плов, не осталось. Что может быть прекраснее рыбалки на закате? На горизонте царила прекрасная атмосфера. Небо налилось оранжевыми красками. Глаз было не оторвать от такой красоты. Это закат перед утренней рыбалкой на диком озере Тудакуль. И казалось бы, какая тут может быть рыбалка? А нет. А кто впервые встретил закат на Тихом озере, ощутил радость от того, как клюет рыба, отведал плов на природе, тот навсегда окажется в плену этого прекрасного увлечения. Вечер – завораживающая пора, когда можно насладиться рыбалкой, окружающей тишиной, с плеском воды. Ты знаешь, у меня в детстве такая история была. У меня папа любил рыбалку. У него всегда было несколько удочек, прям ящик с крючками. Нам всегда так интересно было. Но он нам не разрешал свои профессиональные удочки брать. Он нам делал из тополей, короче, брал прутик. Опа! Давай, ловить рыбку.
Тянет до сих пор или Да, отпустил? тянет. Тянет. Давай. Опа. Он прям тянет и отпускает. Давай, большого, пожалуйста. Опа. Что это такое? Тянет прям и отпускает. Опа. Давай, тяни. Опа. Это просто фантастика. Опачки, смотрите, какой здоровяк. Только не отпусти его, пожалуйста. Да, нормально, вот прям. Давай подержу. Опа. Вот и смотрите, у нас какой красавец попался. Да? Имя? Ну, как тебя назовем? Так. Ну, не золотистая, но серебристая. В общем, этот сазанчик, красавчик. О, так, мы будем его отпускать. Все, мы рыбку отпускаем. Плыви, дорогой. Ну-ка, давай. Давай. Отлично. Если бы ты золотую рыбку поймал, какие бы ты желания загадал? Ого, Давай. хорошее у меня желание. Так, первое это крепкое здоровье. Вот. На двоих проси тогда. Да, конечно. И, ну, побольше финансов. Тогда все остальные желания исполните. Побольше финансов. И чтобы рыб было побольше. Везде, во всем мире. А то с этим тоже большая проблема. Медленно начинает вставать солнце. Сначала алого света, а затем постепенно переливается всеми лучами. И тут ты понимаешь, все ночные усилия стоили того, чтобы увидеть такую красоту. На второй день фестиваля будет проходить 6-часовой рыболовный турнир, который именуется главным турниром фестиваля. С раннего утра рыбаки, вооружившись удочками, снаряжением и приманками, занялись свои места в рыболовной зоне на берегу озера. Береговая линия оживает, и на полосе берега начинается возня. Уровень оснащения у всех разный. В этом и есть вся прелесть рыболовного спорта. Несмотря на конкуренцию, атмосфера на всей береговой зоне царила дружественная и семейная. Принцип «поймал, отпусти» давно принят на многих водоемах разных стран и становится все чаще популярнее в Узбекистане. Ведь не за килограммами, а за эмоциями и яркими впечатлениями приезжают истинные рыболовы. Мы заинтересованы в сохранении и увеличении рыбных ресурсов в наших озерах.
Десятки кормушек летят в намеченные точки, куда должна проплыть рыба. Часть рыбаков делают ставки на плотву и ловят на ближней дистанции. Некоторые закидывают вдаль, в надежде поймать сазана. Я приехал сам с Ташкента. Здесь наш близкий друг Артем позвал справлять первый раз фестиваль в Бухаре. Вот приехали погостить. Рыбалка неплохая. Соревнование началось, наверное, где-то примерно в 7 часов. Проходит около 2-2,5 часов. Ну, рыб 15, наверное, я поймал. Небольших. Грамм по 200, наверное. Ну, думаем поймать трофеев. Я дно кормлю на воблы и все. Вобла, красноперка. Кто-то с лета ловит. В первую очередь меня все называют дядя Милан. Мне Милан Ака или это не надо. А вообще этот, я сам Милан Штефаник, я с Чехии, с города Брно. Раньше я выступал за спортивный клуб «Сенсас Угорское Радище» в поплавочной ловле. Я фидеристом не был, я честно скажу, что я фидеристом не был, но здесь была такая вещь, что все турниры, которые в Узбекистане делались, были только по фидеру. А хочешь участвовать на турнире? Надо перестроиться. Camel Fishing Team. Вот это тот клуб, в котором есть. Нас там, скажем, немного, нас там грубо 15 человек, которые тоже занимаемся рыболовным спортом. Выступаем на турнирах, потому что в Ташкенте этих турниров намного больше, как здесь. Здесь это видно, что это первый турнир. Я надеюсь, что не будет последний, что здесь много людей это зацепит, эта идея. И начнут немножко тоже этим спортом заниматься. Но там у нас есть, в Ташкенте уже разделено на карпятники, которые на прудах на флет ловят, потом фидеристы, которые ездим по диком водоеме, по Дарье, да, по разных каналах, но ловится в спортивном мелкая рыба. И потом поплавочка, которую я де-факто как бы организую, как бы веду, потому что я сам бывший поплавочник, который выступал и на соревнованиях мирового класса, и за сборную Чехии выступал. Это было когда-то давно уже, да, времена, как говорится, прошли. Но этот дух поплавочника или спортсмена есть, да. Хоть я уже в пенсионном возрасте, но я просто люблю с этими ребятами потягаться, потому что нету такого, чтобы была граница в возрасте. Да? И молодой человек, который темп не выдержит, а мы старики почему не выдержат? Ну а вот здесь, на этом вашем озере, радует рыбка мелкая своими размерами, потому что мы, честно скажу, мы не привыкли для таких размеров плотву. Да? Мы ловим плотву на 4 раза меньше у нас, да, получается. Мы то называем лавровый лист, потому что она этого размера. А здесь у вас рыба крупная, шимая хорошая, да, плотва хорошая. Ну понятно, что сазан утром у меня был, лень было зайти в воду, почистить себе место. Таскаю, вываживаю рыбу через траву, и бывает то, что эту рыбу там теряю. А что это спорт?
Сегодня на наш фестиваль приехали гости из Беларуси. Вот хотелось бы узнать ваше мнение. Как вам этот водоем? И как вам фестиваль вот этот проходит? Вам понравилось? Да, очень. Во-первых, все дружно. Как-то все вместе, нет такой разрозненности. Очень, очень приятно смотреть, когда люди вот так вот все вместе. И вот вчера плов был такой большой, за столом все сели. Очень, очень классно. Вот. И дружелюбная атмосфера такая, вот очень приятно, конечно, смотреть. Это когда рыбаки друг другу помогают, кормушки, поводки там дают друг другу. То есть нет такого, что там побегу, там вот первый день, только я, да. Первый день фестиваля прошел, сейчас вот начался второй день. Ага. Что вам удалось поймать? Вообще про этот водоем, понравился ли он? Вы знаете, ничего не удалось поймать, потому что мы приехали без этих самых, без снастей. И, к сожалению, ничего не удалось поймать. Я бы, конечно, хотел поймать змееголового, видел, как люди ловили здесь, но, к сожалению... Сегодня еще есть шанс. Да, Да, очень бы фестиваль хотелось. Продолжается, давайте я вам помогу, вместе порыбачим на эту рыбу, хорошо? Да, было бы очень хорошо. Есть ли какая-нибудь разница рыбалка в Беларуси и с Узбекистаном? Есть какая-нибудь разница? Да, в принципе, у нас тоже так рыбачат. Все те же рыбы, да? Не, рыба, конечно, разная. Рыба разная. Вот. Вот есть специфические рыбы. Змееголова здесь у нас нету. И еще вот пару рыбин у нас нету. А так практически все есть. Все да. есть. Но мы в основном рыбачим на хищную рыбу. Мы в основном щуку ловим. Щука, окунь. Судак у вас здесь есть. Судак есть, да. А вот щуки, окунь, они... Да, мы еще вот линя ловим у себя. У вас тоже, по-моему, линя нет? Нет. Вот. А так, в принципе, одно и то же. Только погода и все по-разному. Здесь мы здесь мы в открытой палатке спали, а у нас так не поспишь. Холодно. Да, у нас очень холодно, даже летом. Самое главное, этот участвуешь. Поэтому я думаю, что ребята ваши бухарские уже 2 раза в этом году к нам приезжали на турнире, участвовали. Я думаю, что этот дух, который спортивный, есть в этих ребятах, что он развиваться будет, что, как говорится, нас будет больше, а будет то интереснее. Было бы очень хорошо, если бы уже это было в таком, я не знаю, в республиканском масштабе, там ребята с Хорезма, да, ребята здесь с Бухари, из Самарканда, с Ферганской долины, вот если уже бы собирались, проводили турниры. Но пока вся проблема есть это то, что, сами знаете, турнир это большой финансовый расход. Да? Это прикормки много, это снасти уже тоже не дешевле сегодня. Расходный материал, кормушки я сегодня уже 4 потерял, да. Расходный материал, крючки, потому что вы меняете поводок, вы уже этот крючок использовать обратно не будете. Все, он вступился, его точить не можете. Да, был бы большой крючок, который там на сама или на сазана, вы возьмете, вы его подточите. А вот этот крючочек вы никак взяли, вы бросили новый. Ну, а хорошие крючки, есть разница, да, на рынку. Есть китайские крючки, а есть крючки действительно фирменные, которые, не стоят дешевле. Да. Бывает пачка, что вам видит один крючок на 5000. А что делать? Хочешь ловить рыбу? Потому что, видите, мы ловим в основном на этого опарика. Опарик, насадка нежная. Да. Если вы будете иметь крючок с толстой проволоки, вы просто при этом, как его колите на крючок, вы его де-факто раздавите. Поэтому тоненький крючочек, что вы его не повредите, вы его спокойно насадите на крючок и можете ловить. Одна вещь, которая мне очень жаль, что здесь нету, есть насадочный мотил. Да? Кормового мотила в Узбекистане много, а насадочного мотила нету. Да, можно ловить. Если я буду на рыбалке, я могу ловить на насадочного мотила, потому что я возьму пучковяз, резинку, я буду ловить. Но при спортивной ловле это не разрешено, потому что насадка должна быть наколота на крючок. Takže
А вот так его давайте, это как-то времени нету. Но видно, что у вас, я так смотрел, вчера была такая дружеская посиделка, познакомили, ребята тоже немножко сказали, там, как делаются монтажи. Я думаю, что кому-то будет полезно. Во-вторых, мы во всех этих группах в чате находимся. Я всегда говорю, если есть любой вопрос, задавайте, мы вам ответим. Мы не собираемся, я умею, а остальные мне все. Наоборот, чем нас больше будет таких спортсменов, это будет намного интереснее. Потому что, да, есть такое, вот, у меня, например, в поплавочке было, у меня был с прошлого года был лидер, да, молодой парень, лидер, потому что действительно на него никого не было. Он выигрывал один турнир за другим. Но в этом году, уже в конце, уже ребята подтянулись, уже начинают его на 3-е, на 6-е место откидывать, да, уже и ему интересно, потому что если ты соревнуешься, выигрываешь, это неинтересно, это сам за собой строишь. А как есть конкурент, как тебе, ты смотришь, говоришь, а вот этот мне уже начинает облавливать, надо что-то придумать другое. Ну, начинает быть такое. Фестиваль сам по себе, фестиваль это сошла. Фестиваль это есть то, что мы, так скажем, стараемся привлечь людей, которые не увлекаются этим спортом. Но я уверен, что с этого фестиваля, мы тоже делаем фестивали, с этого фестиваля 1-2 попадут в эту сеть, эту спортивную, да, попадут. Но, видите, нету, было бы такое, была бы школа, да, вот это я на следующий год планирую открыть школу, что ли, рыбацкую, потому что есть очень много молодежи, которые то интересует, а где, да? Если его папа ловит, скажем, на донку, на пружину, где 5 крючков, этот молодой парень ничего не научится. Вчера я здесь увидел парня, который тоже выступает, молодой. Я ему дал телефон, я говорю, ты мне напиши телеграм, я тебя приглашу в группу поплавочников, потому что он говорит, что ему нравится поплавочка. Я говорю, все, попробуешь, пообщаешься, будет нравиться, приедешь на турнир, не надо участвовать, посмотри, как это выглядит. Как это выглядит действительно, как уже соревнуется. А во-вторых, я думаю, что этот фестиваль в первую очередь смеляет коллектив, да, смеляет эти рыбаки между собой, то, что они познакомятся, ну, вот видите, ташкентские, да, бухарские, самаркандские, люди из разных регионов. Мы здесь познакомились, пообщались, нашли новых друзей. Я извиняюсь, не надо встать, чтобы через эту траву рыбу достал, по-другому никак. Да нет, это плотва, но просто, видите, я через траву, все. А вот так познакомимся друг с другом. Мы пригласим ребята к нам, ребята пригласят к вам. Кстати, в этом году еще есть такой план, с ребятами обсуждали, приехать к вам осенью. Но на это озеро, которое вам нравится, да, вот я название пока не запомнил, но я хочу штекером показать, как это ловится, потому что штекерное удилище это так как в нахлосту. Это классика, да? Это совсем другое. Но здесь, видите, я хотел ловить поплавком. Но вот дистанции, которые есть, там 60 метров, я просто тяжело не достану. Если бы было можно, например, мне эту платформу, где эта трава есть, в этой траве сидеть, я уже эту дистанцию, которая ей нужна, я бы и докинул. Но ладно, правила и правила, ловиться с берегу, надо правила уважать. Поэтому, если так получится, я приеду, можем с полу пообщаться, я вам покажу, что это такой штекер. У меня 2 есть, один дам вам, один себе, попробуйте, как на это ловится. Очень интересно. Я сам с Бухары. Я с Владивостока. Это самый дальневосточный край России. Прям возле Японии. Вот оттуда. Вообще мы первый раз здесь, просто первый раз мы приехали за друга болеть. Он здесь участвует. Он нам говорил, как
рыбу ловить, как это офигенно. Ну, я никогда не был, реально. Мы первый раз приехали, мне нравится. Люди все хорошие, добрые, приветствуют друг друга. Я как будто ты в другой мир попал. Да, я пару раз удочку кинул, но у меня не получилось. Он должен мне научить мастер-класс делать. Мы хотели, у нас что-то пошло не так. Вот. Вот ждем, когда закончится. Желаем всем удачи, чтобы у всех была ничья. У всех был одинаковый вес. Вот это будет да. Знаете, Бухара, вот я была в Европе, но чтобы вот именно в Азии, в такой колоритной, в которой постройки 200, там 2000 лет назад, да, храмы, мечети очень красивые. И я впечатлена, если честно. Особенно здесь есть водоем, он выглядит как море. Я смотрю сейчас на море, вот серьезно. Если бы там не было каких-либо вот препятствий вот в плане вот, сзади полосы, да, я подумала, что это просто море. Очень красиво. Я, честно, очень рада, что я здесь. Никит, привет. Добрый день. Как идет рыбалка у тебя? Слава богу, все хорошо. Это твое первое соревнование? Именно республиканские, да, это первые соревнования. Коленки не дрожат? Нет, абсолютно. Это же наш водоем. Мы у себя дома. Тебе этот водоем хорошо знаком, чем нашим гостям. Да. Твои впечатления об этом водоеме? Как сейчас идет? Что в основном, что ты ловишь? Так, ловлю. На местном диалекте это селедка, на диалекте гостей это шимая. Да, царская рыба, шахмай. Вот. Клев активный. В свое время все закармливать, если. Вот. Ну, хорошо. Что, первый фестиваль, проводимый нами именно для гостей. Приехали гости из Белоруссии, приехали гости с Ташкента, с Самарканда. Компания хорошая, ребята все дружные, подружились, проводим весело время. Знаешь, есть такая поговорка, когда вложишь в прикормку позитивную энергию, то она обязательно сработает. Как сейчас у тебя прикормка работает? Прикормка работает, хорошо работает. Я не знаю, я вот прикормка от наших спонсоров Airfish использую, также свои там со старых запасов, которые были в большом количестве. Работает. А что-нибудь добавлял еще? Ну да, свой секретный ингредиент. Нет. Да? Вот. А опарыш, да, у тебя еще да, на опарыше ловишь? На опарыш и на кукурузу. Попеременно. Зависит от дистанции, на которой ловлю, и рыбы, которую хочу поймать. Как ты думаешь, эти фестивали, вот такие фестивали, они полезны? Очень полезно. Во-первых, сближают. Во-вторых, мы благодаря телеканалу вашему каналу в YouTube продвигаем эту мысль в интернете, вот, продвигаем эту мысль людям, детям, молодежи, которая в основном сейчас занимается не тем, чем положено. Вот. И приобщаем к природе людей, к здоровому образу жизни. Есть группа поддержки, кто взаимодействует тебе сегодня? У меня, да, вся Бухара. Сегодня группа поддержки. Молодец, молодец. Так что подписывайтесь на наш YouTube-канал и смотрите телеканал «Диалоги о рыбалке». Оставайтесь с нами, будет очень интересно. Будет очень интересно, как всегда. Наш фестиваль – это не соревнование. У нас нет жестких рамок и ограничений. Наша цель – это выходные в кругу единомышленников. Поэтому все проходит в дружественной атмосфере.
змееголов у тебя, да? Вот, красавец. О, Вот. змееголов. Сбылась твоя мечта. Да, первый раз в жизни. Это первый змееголов в твоей жизни, да? Первый. Идет как щука. Ну, это килограмма 1,5, наверное. Ну, змееголовый никогда не ловил. Первый раз в жизни. Это Конечно, первый, да, у тебя змееголов? да. Конечно, такая страшноватая рыба. Опиши его. На кого похож? Ну, блин, не знаю даже. У нас таких рыб нету. Ни на кого из наших не похож. Чем-то напоминает питона, правильно? Да, питона напоминает. Слизистый такой. Налима еще напоминает. Налима напоминает? Ну, да, чуть-чуть, да. А вот голова что? Ну, змеи. Морда змеи. Змеи, да. Вот На, это круто, подержи. круто, Подержи, да. поздравляю. Надо будет попробовать его. Какое мясо на вкус? Никогда не пробовал змееголова. Говорят, очень вкусно. Попробуем сегодня, приготовим с тобой что-нибудь. Отлично. Ну, У нас буду благодарен. здесь рядом кулинарный эксперт нашей программы, Дмитрий Ганин. О, Дима, что можно с ним приготовить? Подойдешь? Да, будет круто, конечно. Какое блюдо с ним мы можем вкусно приготовить, Дим? Вот у нас гость из Беларуси, вот первая его рыбка, он мечтал сюда, приехал, он 2 дня охотился за этой рыбой. Да, и вот первый раз, да. Да. Из него котлетки вкусные. Котлетки? Да, пожарить. Ну, котлета, со значит, специями котлета. нашими. Вообще будет прекрасно. Первый день я у него спросил, кого ты хочешь поймать? Он говорит, меня не интересует сазан, Не, сом, у нас- что-то другое, судак. Я именно, говорит, приехал за змееголовым, я хочу его подержать в руках Да. и вообще посмотреть, что это что за рыба. Сбылась мечта? Да, сбылась, да. Ну ты на этом не останавливайся. Нет. Надо Буду продолжать еще, ловить. буду. Вот еще сейчас закину. Еще время есть, так что, да, спасибо вам за это. Поздравляем тебя с первым змееголовым. Спасибо. Так, теперь надо его не упустить. Цель нашего фестиваля заключается в том, чтобы заинтересовать молодежь спортом. То есть не просто мы ловим, как раньше ловили, а преследуем такую цель, чтобы молодежь училась ловить правильно, чтобы спорт развивался у нас в Узбекистане. Чтобы это люди видели, что это спорт, здоровый образ жизни на свежем воздухе. Вот, рыбка ушла. Первое в Бухаре такое мероприятие у нас. Ну, то есть второе, но не такого масштаба было, не республиканского. Дай бог, будем проводить и в будущем. Такие фестивали, мероприятия, может быть, будем уже делать рейтинговые турниры позже. Когда многие ребята научатся ловить, будут ближе к спорту. Дистанция ловли примерно 30-40 метров. Поводок 7 сантиметров стоит. На крючке 3-5 опарышей. Крупная плотва клюет и шимая. Темп, конечно, сейчас вообще еле-еле клюет. Вчера тоже такая же ситуация была, то есть до 10 часов, до 10:30 в темпе ловили, а после этого уже как бы на точке, то есть рыба уходит. Глубина, в принципе, здесь очень маленькая, получается, ну, полметра. Вчера даже заходили в воду, смотрели. Вот, насчет насадки, вот только опарыш, немного пеллетсов добавляю в прикормку, крупную фракцию, чтобы укрупнить рыбу, получается. Вот. Прикормка наша местная. Ну вот, вообще поклевки стали очень редкие, очень редкие. Сейчас надо будет
рыбу вернуть на точку. Что-то ее вообще нету. Турнир, в принципе, проходит отлично. Мне все нравится. Темп. Рыба есть. Довольно-таки крупная. Шимая, плотва. Плотвички там по 500, по 600 грамм. Ну, такие стандартные идут, получается. Соревнования наш клуб решил проводить на нашем озере. Тудакуль называется. Вот, природного происхождения. Вот, вода заходит отсюда с реки Амударья. Вот. Конечно, я рад поучаствовать в этих масштабных первых соревнованиях по фидерной ловле. И дай бог не последних. Вот. Так что мы рады принимать наших гостей. Клев отменный, попадается шимая и плотва. Вот. Ну да, сейчас я где-то забрасываю приблизительно на 40-45 метров. Ну, приманку использую сейчас вот опарыш с кукурузой. Бутербродик небольшой делаю. Ну, вроде клюет, так, не скажу, что часто, но хорошо берет рыба, активная она очень. Солнышко вот тоже сейчас пригревать начинает, зонтик откроем. Ну, очень комфортные условия, организаторам спасибо. Конечно, тут большие знакомства, познакомились с чемпионами с Ташкента, Самарканда. Вот. Вечером был грандиозный ужин, теплая беседа, как говорится. Внимание всем участникам! Время! Удочки с воды! Наш фестиваль – это не соревнование. У нас нет жестких рамок и ограничений. Наша цель – это выходные в кругу единомышленников. Поэтому все проходит в дружественной атмосфере. И перед столь ожидаемым вручением призов все рыбаки должны были взвесить свой улов у судей. Финальное взвешивание улова определит победителей. Эмоции у всех зашкаливают. На эффективное зрелище собрались посмотреть все гости фестиваля. Каждый рыбак выгружал из сетей пойманную рыбу. Это и плотва, селедка, шимайка и много другой мелочи. Каждый из них хвастался своим уловом. А пока шло подведение итогов после взвешивания, всех участников пригласили на специальную площадку для их награждения. Лицезреть 2 дня подряд довольные лица участников – это дорогого стоит. И стоит того, чтобы продолжать проводить такие фестивали. Надеюсь, самым лучшим призом для каждого стало хорошее настроение, общение и, конечно же, заряд бодрости. Ну что, вот и прошло наше мероприятие. Фестиваль, который был
организованы нашим клубом «Джайхун», который проходил в Бухаре, недалеко от Бухары, на водохранилище Тудакуль. Ну, какие впечатления? Я думаю, останутся хорошие у всех. После фестиваля будет что вспомнить и будет, наверное, с чем делиться. Вот. Это наш первый фестиваль. Если были какие-то недостатки, то просим гостей не обессудить нас. Но я думаю, в целом прошло хорошо и на должном уровне. Значит, у нас будет 3 номинации, да, Артем? Озвучь, пожалуйста. В личном зачете 3 места, 1, 2, 3. В командном зачете тоже 3 места, 1, 2, 3. И номинация за самую большую пойманную рыбу, вне зависимости от общего веса, Big Fish. Это наша 4-я номинация. Начнем? Да, начнем. Давайте начнем процесс награждения. Я думаю, уже все здесь. Да, и все, значит, давай, называй. 1 место в личном зачете занимает... Третье. Да, с 3-го начни. Ничего. Так, давай. Личный зачет. 3-е место занимает с весом 7 килограмм 900 грамм. Камеру. Ли Руслан. Спасибо. А медали, подожди, медаль какой получается? Медаль? Имя? Так что... Поздравляю. Руслан, не уходи. От магазина «Рыболов Ташкент». Спонсорский приз за 3-е место. Метельный. Личный зачет. 2-е место с весом 8 килограмм 670 грамм. Раджабов Азиз. Это да, 2-е место? Азизчик, поздравляю. Так, 2-е место. Пройти могу? Акойбек, заново. Есть. Также мои операторы работают. Спасибо. Поздравляю. Азик, держи. Азик, не уходи, там еще подарок для тебя. Да, еще. Это спонсорский приз от магазина Go Fish Самарканд. Подними, Азиз, подними. Нет. 1-е место, это 2-е, это 3-е, да? Вот это сейчас 1-е место. Серебро, золото, бронза. Самый больше, кого я видел, бегал пацан. О, Азику. Азик, иди сюда. Так, на меня смотрим. Поворачиваемся. Да, теперь? Спасибо. Молодец. А ты сидел сюда тоже вместе на жаре был? Личный зачет. 1-е место занимает с весом 12 килограмм 660 грамм Кан Андрей. Мои поздравления. Так. Все готовы? Так. Я помешаю чуть-чуть. Так. Страшно. Сейчас я агент. Спасибо. Так. Есть. Держи, брат, спонсорский приз от магазина «Рыболов». У него как раз садка не было, он от лука с садком сидел. С мешком-то это. А вы там дырку не забыли сделать? Надо было смотреть. Это, да? Так. Вот на что только назовет, Так. Я шучу, я его люблю. Самая большая рыба, Big Fish. Анвар Хабибов. Город. Инстаграм с весом. Самарканд. Самарканд. Анвар, держи. Поздравляю. Так. Еще раз. Спонсорский приз от Профи Фидер Спорт и Мистер Кап. Так,
Переходим к командному зачету. Третье место занимает команда No Name. Носырака, Акаджоник и Курбон. Проходите. Город Бухара. В прошлом году были чемпионами. Давайте свой телефон, давайте сюда. Как тут? Буракшева. Блин, вас видно, меня на мечтах когда гидели. Грузила. Грузила точно, блядь. Поздравляю. Внимание. О, город Бухара. Спасибо. Буракшева, почему? Призы забирайте. Она не бамбула соли. Гретон. Бабончик тогда. Давай, пошли дальше. Командный зачет. Второе место занимает команда Фидербирс. Сборная. Самарканд, Бухара, Ташкент. А мне как теперь самому? Да, выходи. Вторую медаль у тебя здесь. Ой, извиняюсь опять. Кепку не снял. Все, меня Всё? теперь награждать. Тебя тоже чем тебе? Тоже что ли? А, держи, бля. Мои поздравления. Так, встаньте. Первое место в командном зачете заняла команда сборная. Прикормки от Тусатова, прикормки Airfish и Чардара Фишинг. Город Ташкент. Выходите. Чехия, да? Азик, ты больше ему ничего не давай, все наперед. Так. Ему говорит. Так, давайте. Город Ташкент. Снимаю. Есть. Вот и закончились два этих замечательных дня. На мой взгляд, фестиваль получился ярким и насыщенным, а гости получили массу позитивных впечатлений. И напоследок хотелось бы сказать, Хочется, чтобы как можно чаще проводились такие фестивали. Это просто замечательно, ребята. Классно. Побывав на этом озере однажды, вы его не забудете никогда. Чтобы приучить юных рыбаков любить природу. Мой ребенок сделал первые шаги в рыболовном деле. А я сегодня поймала свою первую рыбку. А я всегда буду рад вас накормить вкусным восточным блюдом. Бухара красиво. А мы, в свою очередь, вновь будем рады вас видеть на следующем нашем фестивале.